Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвард.ua, а это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Юкилала. Если что, то он является моим самым первым спонсором на канале. Поэтому ему огромное спасибо за это, за то, что он меня поддерживает, уже больше года он меня поддерживает, ну да, больше года, можно так сказать. В общем, присаживайтесь все поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и, соответственно, хорошего вечера, кто не будет спать и все такое. Короче, вы меня поняли, боже, что я несу, начинаю вот это вот. Интересно, что же он в этой игре нам покажет? Ребят, хочу напомнить, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал конкретно вашу игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я все подробно описываю, что нужно для этого сделать. Поэтому, когда перешли на мой телеграм-канал, обязательно на него подписались, потому что там я пишу по обновлениям этой игры, когда у меня стримы, соответственно. Ну и самое главное, это чат комьюнити. Поэтому присоединяйтесь, не стесняйтесь, нас там уже почти 500 человек, и я думаю, что в скором времени мы достигнем именно вот этой вот цифры этой 500 человек. Потому что там сейчас, по-моему, 450 или 460 человек. Точно не помню, если честно. Вот, поэтому присоединяйтесь, не стесняйтесь. Что-то еще хотел сказать. Вспомнил. Как я мог за это забыть? Ребята, если у меня микрофон немного как-то искажается, то с этим я ничего не смогу сделать. Потому что у меня за окном рой, наверное, сверчков, кузнечиков и тому подобное. Они мне такие тут серенады поют. Любой бы из вас позавидовал, честное слово. Так, что я здесь вижу? Во-первых, я вижу, что он стартует на магах. Во-вторых, что я вижу? Сейчас третий раунд, в экономику он не хочет выйти, хотя зря на самом деле. Или все-таки выйдет в экономику? Нет, не выйдет. Ну ладно, в принципе, его право, его решение, хозяин-барин. Но я рекомендую каждому выходить лучше в 10 монет, если у вас не супер-омега сильные фигуры попались. Ну, он решил вообще выйти из экономики и взять уровень. Ну, тоже, в принципе, неплохое решение. Обидно, конечно, что ему не пришел какой-то человек в плане легионки, там, собаки. Ему упала эгида. Кстати, он хотел мне скинуть другой ролик, но скинул этот ролик. Не успел он загрузить его. Ну, ладно, ничего страшного, скинет, прокомментирую. Он там мне говорил, что он реализовал предмет второго тира на максимум. Ну что ж, посмотрим. Кстати, там уже скилл, луна в 2 звезды. Кстати, вот я говорил по поводу третьего раунда, чтобы я лучше выходил в экономику. Почему я так бы сделал? Смотрите, сейчас бы на 4-м раунде он бы мог себе взять сразу 5-й уровень. Потому что у него было бы 10 монет плюс, ему бы там монетку экономики накинуло. То есть я бы на его месте все-таки бы сделал именно так. Кстати, баф орков пришел. Не хочешь поставить баф орков? Продай 2 гримтача, возьми 2 орков. Будет сильно. Не хочешь? А может давай? 2 орка. Так, орка он взял. В уровень пойдешь, не? Агра, кстати, интересно скипнул. Огр в этом патче намного лучше работает. И мне Огр на самом деле намного больше нравится. Если его собрать в 2 звезды, то он на 2 фигуры накидывает свою способность. И это, грубо говоря, рефрешер. Это прям приятная такая способность. Там Лина 2 лагуны может закастить и тому подобное и так далее. Но пока у него все грустно по экономике. Кстати, не знаю, на каком ранге он играет. Но, как говорится, это и не важно по той лишь причине, что мы будем смотреть, какие действия он предпринимает, соответственно, в игре. И от этого мы будем понимать, на каком ранге он играет, на каком уровне. Ну и, соответственно, в комментариях тоже напишите, что вы думаете по поводу его игры. В целом понравилось, не понравилось и так далее. Кстати, пинг шикарный, 400. Во, ставлю лайк. Стол, конечно, у него очень слабый. Не знаю, я бы даже, наверное, для надежности бы взял бы орков, поставил. И сейчас бы взял, вот, допустим, уровень. Поставил бы лучше себе 2 орка и агра. Ты все равно только что взял кусок уровня. Мог бы, поставить. Почему так не сделал? Плюс орка бы еще купил одного. Продал бы гримтача. Купил бы одного орка. Ладно, решил орков продать. Окей. Ну, тут он раунд скорее... не! Мне показалось, он раунд проиграет, прикиньте. Но он целенаправленно собирается играть на магах-драконах, судя по всему. Эх, с бафом людей, конечно, ему не фартит.
Можешь взять зомбаря и поставить его на стол, будет сильно. Угу. Ну, поставил вайпера, чтобы выжигал. Окей. Кстати, ребята, по поводу зомбаря. Сегодня ролик вышел в 12 часов. И там реализация зомбаря на 200%. Поэтому, если вы не видели еще тот ролик, обязательно его посмотрите. Там такой контент. Там контент с 6 богами. Это настолько лютый контент был, что не передать словами. Поверьте, вам очень понравится ролик, который вышел в 12 часов. Ну и, кстати, мало кто знает, но я выпускаю по 2 ролика в день. Один в 12 часов, а один в 6 часов вечера. Поэтому наслаждайтесь контентом, не пропускайте. Но не забывайте меня поддерживать все-таки. Ну, Вайпер, кстати, нормально там выжег. 1200 урона уже нанес. Но лучше всего, если ему придет темный лорд. Как только придет к нему темный лорд, у него будет ситуация намного лучше. На самом деле, новый герой за 2 монетки, он обалденный. Я не перестану его хвалить. Серьезно. Обалденный герой 2-го тира. Контрить его довольно-таки легко, ну и, соответственно, он довольно-таки сильный. Если ему в этой игре он придет, то будет намного сильнее. У него стол. Намного. В разы прям сильнее. Там у его противников довольно-таки сильные столы. Неприятные, я бы так сказал. Ну, мягко, как говоря, неприятные. Кстати, а почему ты не хочешь поставить себе драконов? У тебя бы Вайпер кастовал бы сразу свою способность. Ой, Вайпер. Пак кастовал бы свою способность. Это все-таки кусок магического урона, как-никак. Плюс уклонение. ЦМ-ка это, конечно, хорошо. Но не лучше было бы, если бы ты поставил 3 дракона. 4-й дракон ему идет. Прикольно. Кстати, вместо СФ может поставить Тинкера. И как по мне, Тинкер будет намного больше дамага наносить, нежели СФ. Но СФ наносит урон с руки. Вот в чем прикол. Но если бы у него был Тинкер в 2 звезды, я думаю, он 100% бы поставил бы его. Вместо СФ под магами. Там такой урон знатный залетает. Интересно, зачем он держит волшебников? Будет классно, если ему ДК ранее придет. Будет 10 из 10. Ну, кстати, по его ситуации. 25 монет, 91 хп. В принципе, нормально. Плюс-минус к 12-13 раунду к нему... У него будет экономика 50 монет. О, там темный лорд, морские. Ну, будет тяжело против морских играть на магах. Хотя здесь есть Зевс. Если у него будет огромный Зевс, если что, это такая машина для аннигиляции, что вы понимали, Зевс пробивает и 4 морских под шаром бездны, и Хускара пробьет 3-звездочного, у которого будет минимальное количество хп. Поэтому, ну, не стоит Зевса недооценивать, если там будут у него хорошие предметы. Вот, допустим, если все будут Аганим, посох 3-го тира, и все это под драконами. Ой-ой-ой. Так, отлично. ЦМ-ка в 2 звезды, это приятно. Теперь вот вопрос. Стол у него слабый. Откровенно слабый. От мобов он может отлететь сейчас, дай боже. Что ему можно такое придумать? Что ему можно такое сделать? Ну, во-первых, Пака поставить на заднюю линию к СФу. Но и Блинк убрать с Лины. И поставить все-таки, наверное, Агра. Ну, сомнительное решение, конечно. Назад Пака поставь. Поставь Пака назад. Ну сейчас же получит в табло и даже свою способность не закасит. Ну, лучше Агра поставь. Тебе надо мясо. Тебе нужна стенка. Ну, Алина получит в табло. Сколько раз я обжегся с такой вот Линой. Когда закидывал в нее кольцо, она прыгала в самый крайний угол и, соответственно, получала в табло знатно. Продай, продай, продай волшебника. Выйди 30 монет. Ну... Заюзай этот, манго. Или подожди. А, нет, ты не выиграл мобов. Не надо юзать манго. Сейчас, если он выиграет раунд, ему надо будет заюзать манго. Обидно, конечно, что он от мобов откис. Это прям неприятно. О, там парень рефрешер нашел. Прикиньте. Ха, жестко.
У него надписи на экране летает, и я увидел, что там парень нашел рефрешер. Так, ну, убийцы его сейчас здесь порвут. У него слабый стол, очень слабый стол. Ну ладно, ему надо терпеть. Это все-таки парень пришел с винстриком. О, вот это вот усиление, я понимаю, это хорошо. Продавай СФа. Продавай СФа. Вместо СФа ставь агра. 20% от хила чернокнижников это очень приятно, но, как по мне, такое сейчас. Тебе нужна экономика. Хотя, на самом деле, не знаю, на чем он будет играть, и я именно сужу потому, что сейчас у него происходит. Судя по тому, что он духов оставил, он, может быть, и духов оставит. Будет играть через 6 духов. В принципе, тоже будет неплохо. Вот сейчас Огр будет накидывать на 2 героев свою способность. Это будет тоже рефрешер. Это будет приятно. Я бы на самом деле вот это вот кольцо в линии скипнул. Но оно такое себе. Ну, либо так сделал, да, кстати, тоже как вариант. Стол, конечно, слабый. Неприятно слабый. Обидно, печально, но да ладно. Может, ему сейчас в ближайшее время фартанет. ДК, например, в 2 звезды соберет. Закинет в него предметы и будет наваливать. Вот видите, сейчас Огр накинул на Разора и на Лину свою способность. Забыл, как Разора зовут, прикиньте. Не знаю, что-то я как-то, знаете, в них сейчас в игру. О, баф людей. Спасибо. Вовремя. Всего лишь на 13-м раунде появился баф людей. Ну, лучше, чем ничего. Спасибо, конечно. Так вот, я просто задумался, как он может сейчас поступить, как он может улучшить свой стол. И я больше склоняюсь к тому, что заранее скупать драконов, как по мне, это ошибка. Лучше выйти в хорошую экономику, брать потихоньку себе уровень. И вот когда ты уже вышел в 50 монет плюс, вот тогда можно собирать себе, соответственно, драконов потихонечку, понемногу. Ну, это лично мое мнение. Кстати, сейчас проверяет, будет лустрик или винстрик. Будет лустрик. Ну да, темный лорд 2 звезды, извините. Темный лорд 2 звезды это мощная фигура. Очень мощная фигура. Это не шуточная фигура. У чувака 5 винстрик, уже 6 винстрик. Из приятного это то, что у него баф людей есть, серьезно. Судя по всему, знаете, зря он жрецов продал заранее. Надо было жрецов оставить. Выставил бы себе синергию жрецов бы и кайфовал бы от жизни. Там хорошие такие винстрики, вкусные. Сбей бы их все. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Зачем? Поставь баф людей. Фух. Не делай так больше. Мое сердечко начало трепетать. Ты, по-моему... По-моему, поспешил. Надо было посмотреть обуз. Да, поспешил. Обидно. Надо было проверить винстрик. Но, знаете, был такой момент, что я думал, что он выиграет. Реально думал, что он выиграет. Но у него ультра слабый стол. Вот такая вот подлива играть на магах. Если тебе маги хорошо не идут со старта, то это поплава лютая. Кстати, может поставить себе 6 магов. У него есть пак, у него есть виверна. Но придется только на 7 уровне это делать. Чтобы не потерять баф людей. Ну, может быть, ему сейчас котел упадет, конечно. Так, Огр закатил способность. Хорошо. Сейчас, если Разор не сдохнет, то он закатит 2 раза свой круг верть этот.
Хорошо. Жалко, что он на 10-м раунде откис от мобов. Очень жалко. Колечко магическое можешь взять, кстати. Приятно будет. Приятный бонус для магов. Взял, хорошо. О, ну хоть какое-то усиление, спасибо и на этом. Бери уровень, ставь себе 6 магов. С 6 магами будет намного проще играть. Да-да-да-да, возьми уровень. Все, бери уровень. Хорош. Тигр. Давай, я в тебя верю, ты затащишь на магах. 6 магов поставь, зачем ты вайпера поставил? Не делай этого. Да, такой маленький стол у его противника. Ну, я считаю, нужно побольше. Куча двухзвездочных фигур. Почему ты не поставил сейчас 6 магов? Забыл? Тебя кто-то отвлекал? Давай. Пака, поставь 6 магов будет. Миндальная связь, ребята. Это миндальная связь, понимаете? Вы понимаете, насколько он чувствует, а? Создал моральное давление на него. Решил паролиться, чтобы усилить свой стол. Ну, с таким столом, я даже не знаю. 9 магов ему не помогут, скорее всего. Мало толку от 9 магов. Хотя, ну... Хотя, в принципе, ладно. Кстати, там Рубик, смотрите, что сделал. 2 раза закатится способность от оленя. Котел. Ну, я считаю, тебе 9 магов надо разбирать и дальше сидеть в бафе людей. Приятно. Можешь, кстати, и блин закинуть в него. Тебе нужна стенка какая-то. Поэтому можешь собаку, в принципе, оставить. Я бы, ну, стенку поставил. Как по мне, стенка намного профитнее будет. Хотя 3 дракона поставил, в принципе, окей. Огр сильный. Огр дал бы ему 2 раза закасить. Я бы вообще темного лорда купил. Под его магов темный лорд отлично зайдет. Но он как-то не хочет ставить себе темного лорда. Кстати, манго сейчас реализуется. Он 1 раунд выиграл, 1 проиграл. Нормально. 6 опыта получает. Нормально тебе так манго прокает. Но на мобах, наверное, ставить 6 людей это будет опасно. Скорее всего, он отлетит. Ну да, такое себе. Не знаю, я бы на его месте бы кольцо закинул бы в котла. Пусть прыгает туда-сюда. Вертолет. Стенка есть, хорошо. Если он найдет здесь Джакира и найдет Зевса, будет очень вкусно. Им будет намного приятнее играть. Да. Не, надо было, наверное, темного лорда все-таки брать. Слишком уж полезный персонаж. Если собрать его в 2 звезды... Кстати, у меня появилась идея, ребята. Я хочу услышать ваше мнение. Вот только что у меня созрела эта идея. Что вы думаете насчет того, чтобы собрать темного лорда под 9 магами? А ну-ка пишем в комментариях, что вы думаете на этот счет. Кунка. Кстати, давай, баф 6 людей ставь. У тебя сейчас мобы, ставь баф 6 людей. Давай, улучшай собаку, ставь баф 6 людей. Там Туск 3 звезды. Ну давай, быстрее, быстрее. Ну давай баф 6 людей. Ну, у тебя мобы. Ну. 9 секунд, давай, успеешь выставить через волшебников. Ну.
Почему ты это не сделал? Ты бы мог поставить себе сейчас 6 людей через волшебников. И у тебя стол бы был бы посильнее, нежели сейчас он у тебя есть. Ё-моё. Мета классная тема, восстановить себе хп, ну и рыбалка классная тема. Да там все, в принципе, классно. ДК пришел. Почему ты не поставил баф людей полностью? Вот ты... Ладно. Ладно. Хотя... Ну, в принципе, ладно, но... Ну, как по мне, не надо так делать. Надо поставить обратно весь свой стол, который у него был. Было бы намного сильнее. У него все-таки кун как контроль. Огр, который... ЦМ, который ману регенит. Не знаю, я бы на твоем месте вернул бы обратно твой стол. Весь. У тебя сейчас намного слабее стол. Надо вернуть обратно свой стол. Ты еще и баф 6 людей можешь поставить. О, хороший интернет. Отвалился. Через мобильную сеть залетел по итогу. Кстати, раунд, по-моему, выиграл, да? Да, выиграл раунд. Плюс манго. Вкусно. You know nothing about drawing agate. You know nothing about drawing agate. Решил усилить свой стол, окей. Вайпер накидывает где-то на 1 секунду обледенения. Ну, в принципе, приятно. Бесполезный, кстати, вот этот вот новый предмет, стальной щит. Чтобы вы понимали, когда вы поднимаете уровень фигуры, то стаки на этом стальном щите, они падают. Это такой бред! Как разрабы до этого додумались, вообще непонятно. Кстати, в его бы ситуации я бы все-таки, наверное, антимага бы взял. Пригодился бы этот парень. Давай, баф 6 людей. Кунку поставь. И людей поставь. Ну быстрей. Кунку. Кунку. Так, какой дракон? Кунку поставь. Кунка это стан по области. Но это ж намного приятнее. Чувствую, после этого ролика у меня будет -1 спонсор. Давай, сдуй его. У него шапка там, но ему шапка-ушанка не помогла. 5 драконов на месте. Хорошо, берем. Убери, не знаю. Один дракон у тебя лишний. Убери вайпера. Можешь мету, кстати, взять. Либо, ну, на самом деле, ему хп надо как-то восстановить. Но он играет в ва-банк, поэтому решил взять рыбалку. Ну, в принципе, тоже хорошее решение. Кстати, а что ты дракона еще одного не взял? Из-за того, что у тебя волшебники есть? Ну, окей. О чем я говорил? Блин, из головы вылетело, прикиньте. Ай, ладно. Вспомню, скажу. О чем ты говорил и вылетело из головы? Винстрик! Вот это вкусно, вот это вот приятно, вот это вот прям вкусно, вкусно. Антимага берет.
Почему ты не хочешь так кунку поставить? У тебя сейчас мобы, кстати, поставь баф 6 людей. О, на самом деле ты так можешь сидеть, в принципе. Антимаг 2 звезды, понятно. Не, ну в его ситуации не брать имбу, это ошибка. Антимаг в 2 звезды ему поможет, понимаете? Поставь... Фу. Так у тебя расстановка плохая на мобов. Так, отлично. На Пака упал. Баф Агра. Но лучше бы на Кунку упал бы баф Агра и на Лину. Так, если ему сейчас посох 3-го тира упадет, это будет 10 из 10. Раконцы упали. Ну, пока предметы на ману такие себе. На самом деле приятные шмотки, но они ему не нужны. Ему посох 3-го тира критично нужен. Драконий рог тоже приятно на самом деле. И волшебное зеркало приятно. Просто ты в любом случае будешь играть через драконов, судя по всему. Ну, ладно. Там эмпресска, кстати, есть. Можно будет и эмпресску юзнуть. Ну, в общем, что хочу сказать. Если взять волшебное зеркало и закинуть в ЦМ-ку, то будет 3 ЦМ-ки. И вот эти вот иллюзии, у них аура отдельно работает от оригинальной ЦМ-ки, и поэтому, в общем, там, короче, будет 3 ЦМ-ки, которые будут восстанавливать ману. Это очень приятно. Я бы драконов убрал бы, поставил бы лучше 6, хотя... Арканцы отдай тоже, они ему не нужны. Лучше пусть в разоре лежат. В общем, если проблемы с маной есть, и есть у вас ЦМ-ка, и у вас, допустим, упало волшебное зеркало, то можете его не выкидывать и не плеваться, вы можете закинуть в ЦМ-ку. Иллюзии действуют 10 секунд, а это, соответственно, ЦМ-ка сработает 5 раз. А 5 раз это 300 маны на секунду. Раз в 2 секунды регенит. Это очень приятно. Морские. Блин, ну против морских так неприятно играть на магах, когда посоха 3-го тира... Ё-ё-ё! 2 винстрика он слил. Как это вкусно. Людей поставь. Красавчик. Если ты возьмешь еще себе 11 либо 12, тебе будет намного проще играть. Тут еще есть вариант, что ты можешь поставить себе 6 богов, 6 магов и играть через Зевса. Так что, в принципе, все отменно. Но там у ребят какие-то столы вообще странные. Кстати, что ты такую расстановку делаешь? Тебе надо сделать так, чтобы у тебя раконцы работали. Можешь, кстати, вместо Агра, если так не хочешь его убрать, поставить дракона 3-го. Я бы на твоем месте поставил бы ДК вместо собаки. У тебя же есть ДК, почему ты его не ставишь? Почему ты не ставишь ДК вместо собаки? Бери! Ну, ты чё? Фух. Через яйцо опозився. Чтобы мне так маги приходили. Все, смотри, что ты делаешь сейчас. Ты убираешь собаку, ставишь вместо него ДК и все предметы Зевса. Джакира, да боже, как тебе идут драконы. А, тьфу, это я дурак. У него ДК стоял, я почему-то не заметил. Так что все, извиняюсь. Извиняюсь. У меня что-то в глазах поплыло, короче. Извините. Ну, вкинул дезинфу, ну с кем не бывает. Я думаю, вы меня простите за это, да? Это сейчас будет мощно. 9 магов. Зевс. Сейчас будет сильно. ДК, кстати, я бы на последнюю линию поставил. Он тоже неплохо накидывает урона. Кстати, у тебя же баф 3 людей сохраняется. Поставь вместо ЦМки антимага. У тебя ЦМка сейчас лишняя, поставь вместо ЦМки антимага. Либо...
Ну, ладно. 9, ну, не знаю, я сомнительно отношусь к 9 магам. Поэтому я так не особо их и люблю. Хотя, тут, кстати, зарешали 9 магов, наверное. Ладно, пойдет, короче. Там, кстати, 6 богов собралось. Это очень неприятно будет ему. Хотя у него Зевс. ДК идет хорошо. Арканцы можешь перекинуть. Не знаю, я на самом деле в 9 магов не особо верю. Я бы поставил вместо 9 магов все-таки антимага, вместо ЦМки. Я ошибся, что сказал, что там лишнее. Не знаю, что-то у меня сегодня поплыло так люто. Но он поставил вместо ДК антимага, что в принципе тоже окей. Что-то у меня сегодня реально поплыло. Все поплыло. Так что извиняюсь заранее. То я дурак. Слепой дурак. Ну бывает, ну я тоже человек, ошибаюсь, все. Все, не плюйтесь в меня. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой. Кстати, если что, когда антимаг выжигает ману, это тоже считается как магический урон. Но 6 богов его очень больно бьют. Ой-ой-ой, нет, жить, жить. 14. Минус 14 снес, 9 хп осталось. Ну, против 6 богов будет тяжело играть. Хочет попробовать агоним найти. Не хочешь поставить сейчас 6 людей? Сейчас мобы. Ставит, красавчик. Собаку, да. Короче, я 2 раза ошибся. Не знаю, в глаза долбился, судя по всему. За ДК сначала ошибся. Был вместо собаки поставил. За ЦМ-ку сказал. Но я на самом деле ЦМ-ку просто не особо верю, когда есть антимагу 2 звезды. Ну, мы, в принципе, это и заметили, что от ЦМ-ки толку 0 было. Да и 9... От 9 магов. Но это против 6 богов было неприятно. Короче, бывает. Ошибся я ошибся. Плевать. Да. Там шаман лавы спамит, будь здоров. Там у него секунда откат на способности. Ну давай, найдем посох 3-го тира. С посохом 3-го тира тебе будет полегче играть. Если я не ошибаюсь, ты себе на один предмет только что больше скрафтил. А зачем ты ищешь предмет 4-го тира? Ради рефрешера? Но маги же не дамажат, если нету посоха 3-го тира. Магам очень больно из-за этого. Без посоха 3-го тира магам максимально больно. Кунка. Ну, хотелось бы кунку. 2 яйца, хорош. Инвокер. Кстати, неплохо зайдет. Можно взять инвокера. Всякие безоружие может накинуть. Там Свен в 2 звезды у молодого уже. На. Не знаю, насколько оправдан рефрешер вместо посоха 3-го тира. Ну, в принципе, Разор 2 раза закастил свою способность. Не знаю, давайте вы в комментариях напишите на этот счет. Найти посох 3-го тира или рефрешер Зевса. Я больше топлю за посох 3-го тира. Как-то я больше верю в посох 3-го тира. Типа... Ладно. Давайте я оставлю вам это на рассуждение. И вы в комментариях, соответственно, напишите, что думаете на этот счет. А все.
Удача закончилась, судя по всему. Но ему надо дожить как-то до 35-го раунда. 11 уровень взять. Ему будет проще жить. Хо-хо-хо-хо-хо. Не, ну ладно. Тут как-то с рефрешером пошло. 2 раза закасил свою ульту и прям хорошо было. 17 тысяч урона. Там 6 богов серьезные такие. Кстати, 6 богов, ребята, это такая лютая тема. Не-не-не, не надо тебе искать эти предметы сейчас. Давай посох, посох 3-го тира. Давай посох 3-го тира. Тебе он нужен, ты будешь ваншотать. Найди посох 3-го тира, БКБ тебе не поможет против 6 богов вообще. Ладно. Я все больше склоняюсь к тому, что без посоха 3-го тира магия это мертвая синергия. Очень редко, когда маги без посоха 3-го тира хоть что-то могут. 9 хп. Как же хорошо и верно сейчас захилил АДК. И антимаг присосался. Ему фартануло сейчас. Фух, хорошо, ему фартануло. Надо было искать предмет все-таки 3-го тира. О, посох 3-го тира. Вот если бы тебе так сразу он пришел, ты бы там просто на ваншот. Давай инвокера через яйцо. Быстрее, 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 надо ролиться уже. У тебя все плохо, надо ролиться. Посох 3-го тира. Ой, посох 3-го тира. Инвокера апни через яйцо. Либо ролься, найди Джекира. Ты очень долго тратил, очень много времени потратил. Надо было поролиться, может бы усилил бы стол. Ай-яй-яй, в Зевса прилетел Хекс. И еще один Хекс. И еще один Хекс. И Сайленс на сдачу. Не, ну 6 богов был огромный. Да. Ну, БКБ, если бы он нашел, я думаю, может быть, что-то и помогло бы ему. Но Хекс зарешал. Не, ну, я не знаю, когда он этот Хекс нашел, если честно, как-то не обратил внимания. Как-то не обратил внимания на то, что когда он нашел этот Хекс. Не знаю, но БКБ в любом случае могло не помочь против этого 6 богов. 6 богов там огромный. Ну, я на самом деле даже не знаю, что сказать по поводу этих магов. Вроде бы как бы более-менее нормальная игра. Но в то же время такая себе игра. Мне вообще особо магия не нравится. Их очень легко контрить, этих магов. Вот если бы он нашел посох 3-го тира намного раньше, я думаю, было бы все получше. В некоторых моментах бы получше сыграл, было бы еще лучше в тот момент, но... В принципе неплохая игра. Вот если так вот подумать обширно. Для той ситуации, которая у него была, это довольно-таки неплохая игра. Из коричневого сделать его домик. Ну да, в принципе, у него неплохая игра. Вот если реально так вот посудить сейчас, неплохая игра. Скажем так, он мог и хуже сделать. Он мог отлететь вообще в топ-4, в топ-5, в топ-6. Просто мало кто собирал морских. А вот у этого шестибогового, у него винстрик обалденный. 30-4. Нормас. Не, ну, неплохая игра.
Если вот так подумать, то это в действительности неплохая игра. Ну, с фигурами обалденно повезло. С предметами 50 на 50. Мне кажется, рефрешер это, в принципе, ему помог в действительности. Но, как по мне, посоха третьего тира не хватило. Вот когда к нему пришел первый раз 6 богов, был бы у него, наверное, посох третьего тира, он бы смог его пробить. В общем, давайте так скажу. Мне игра понравилась нормально. Были некоторые нюансы. Я тоже не без греха. Смотрел каточку и в глаза долбился, не видел, что у него ДК на столе есть. Я говорю, поставь ДК вместо собаки. Ну, нормальный, да, человек? И чтобы 9 магов он разобрал и поставил вместо ЦМки антимага. Ну, тоже нормальный человек. Ну, короче, я тоже немного поплавился почему-то. Скорее всего, из-за того, что я сегодня люто не выспался. Ну, короче, вот два моих греха. У него именно есть некоторые проблемы, то, что он мог поставить там в моменте 6 людей, в моменте там мог поставить на 10-м раунде посильнее стол, и было бы больше шансов выиграть. Ну, чтобы просто у него стенка была. Ну, в целом, хорошая игра на магах. Можно было бы лучше, но как есть. Неплохая игра. Скажем так, среднестатистическая игра на магах. Есть куда расти. Но без посоха третьего тира маги не играют вообще. Тупо нет урона. Вот, допустим, если у его Зевса были бы такие предметы, как посох третьего тира, рефрешер и БКБ, да? Ну и драконий рог, естественно. Даже драконий рог можно не брать было, а просто поставить себе 5 драконов. Он бы их взрывал. Зевс пробивает такое все с посохом третьего тира. Ну, неплохая игра. Неплохая. В общем, что думаете по поводу этой игры, вы напишите в комментариях. Также не забудьте оставить свой лайк, чтобы поддержать этот ролик и, соответственно, чтобы мне было намного приятнее. Если ты на меня еще не подписан, обязательно подпишись. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!